Сегодня в состав единой генерирующей компании ОАО «Концерн Росэнергоатом» входит 10 атомных электростанций общей установленной мощностью 23 242 мегаватт. Всего на начало 2011 года эксплуатируется 32 энергоблока, в том числе один с реактором на быстрых нейтронах. Применение таких реакторов позволит в десятки раз повысить эффективность использования естественного урана при минимальных воздействиях на природу. А при вынужденном сожительстве с реакторами на тепловых нейтронах эффективность повышается практически в 60 раз. Эффект стал возможным за счет максимального использования потока энергии нейтронов, возникающих непосредственно при делении атомного ядра урана-235, или, что наиболее эффективно, плутония-239, который можно назвать хлебом быстрого реактора. Поток и энергия быстрых нейтронов, в 1000 раз превышающий поток замедленных нейтронов в тепловых реакторах, позволяет выработать два ценных продукта – электроэнергию и новый топливный материал плутоний-239, в который превращается в потоки быстрых нейтронов отвальный уран, изначально непригодный для получения тепловой энергии. При этом плутоний-239 нарабатывается в количестве большем, чем сожженный. Энергоблок с экспериментальным реактором на быстрых нейтронах БН-600 расположен на Белоярской АЭС. Здесь же ведется сооружение следующего, еще более мощного энергоблока с усовершенствованным быстрым реактором БН-800. Реактор БН-600 имеет прогрессивную с точки зрения безопасности, присущую только этому типу реакторов, интегральную компоновку оборудования, работающего в среде жидкого натрия практически при атмосферном давлении, и, как следствие, высокую надежность и хорошие энергетические параметры, что практически исключает влияние на окружающую среду. Более чем 30-летний опыт эксплуатации БН-600 привлекает к себе внимание специалистов всех стран, развивающих программы быстрых реакторов. Компоновка блока определяется технологической связью самостоятельных отделений и выработкой электроэнергии за счет тепла, получаемого в ядерном реакторе. Главный корпус состоит из машинного зала, реакторного отделения, парогенераторной деаэраторной этажерки и этажерки вспомогательных устройств. В состав энергоблока входит реактор БН-600 тепловой мощностью 1470 мегаватт, 3 парогенератора типа ПГН-200М и 3 турбоустановки типа К-210-1303. В проекте БН-600 применена трехконтурная тепловая схема. Первый контур – радиоактивный натрий, второй контур – неактивный натрий и третий контур – пар, вода. Реактор расположен в бетонной шахте, облицованной стальным листом толщиной 10 мм. Сверху шахту с реактором перекрывает верхняя биологическая защита. Все оборудование реактора, а также оборудование первого контура размещается в общем баке-корпусе реактора. Корпус реактора заключен в страховочный кожух. Основным элементом реактора является активная зона – конструктивно выделенный объем, куда загружается ядерное топливо и где протекает управляемая цепная реакция. Во время нее выделяется огромное количество тепла. Оно отводится из активной зоны теплоносителем – натрием. Элементы активной зоны и зоны воспроизводства установлены в напорном коллекторе реактора, где организован расход теплоносителя по топливным сборкам в соответствии с их тепловыделением. Активная зона окружена зоной воспроизводства, состоящей из сборок, заполненных двуокисью объединенного урана. Теплоноситель первого контура, снимая тепло с активной зоны, движется внутри корпуса реактора по 3 параллельным петлям, каждый из которых включает 2 промежуточных теплообменника и циркуляционный центробежный насос погружного типа. Насосы снабжены обратными клапанами. Тепло последовательно передается натрием первого контура от активной зоны реактора через промежуточный теплообменник натрию второго контура, который циркулирует в каждой из 3 петель. Он снимает тепло через промежуточные теплообменники и передает его через парогенератор питательной воде третьего контура. Парогенератор является прямоточным и выполнен 8-секционным.
Каждая из секций парогенератора может быть отключена в случае необходимости запорной арматурой. На вход парогенератора подается питательная вода, которая превращается на выходе в перегретый пар под воздействием нагрева от второго контура. Под высоким давлением пар подается на турбину. Паротурбинная часть выполнена из 3 серийных турбин обычной теплоэнергетики мощностью по 200 МВт каждая, с начальными параметрами пары 13 МПа и 500 градусов Цельсия и промежуточным перегревом пара. Турбины, в свою очередь, вращают вал генератора, вырабатывающего электрический ток. Его напряжение повышается с помощью трансформатора для последующей доставки потребителям на большие расстояния по линиям электропередач. После того, как перегретый пар третьего контура отдал свою энергию на вращение турбин, он сбрасывается в конденсатор, где охлаждается и в виде воды снова подается в парогенератор. Для охлаждения реакторов, а также для технического водоснабжения Белоярской АЭС было создано Белоярское водохранилище. Здесь проводят свой отдых работники станции и жители города. На водохранилище проводятся соревнования по рыбной ловле, парусному спорту и гонкам по льду. Высокая степень безопасности атомных электростанций России обеспечена множеством факторов. Основные из них – это принцип самозащищенности реакторной установки, наличие нескольких барьеров безопасности и резервирование систем. На всех российских атомных станциях установлена автоматическая система контроля радиационной обстановки – АСКРО. Применена и биологическая защита реактора, при которой уровень излучения в обслуживаемых помещениях не превышает регламентированного при любых режимах. Вентиляционные системы обеспечивают охлаждение и очистку воздуха в помещениях главного корпуса. При возникновении аварийной ситуации они способны обеспечить достаточную степень очистки воздуха от радиоактивных примесей на специальных фильтрах перед выбросом его в атмосферу. Чем эффективнее топливоиспользование ядерного топлива, тем меньше удельные объемы РАО, а после облучения материалов быстрыми нейтронами эти отходы становятся экологически более приемлемыми. Применение реакторов на быстрых нейтронах, наиболее эффективно использующих ядерное топливо и обладающих высокой степенью безопасности, позволит снять ограничения на развитие атомной энергетики со стороны природных ресурсов и обеспечить все возрастающие потребности в электроэнергии огромной страны и ее энергетическую безопасность.